Всем добрый день! Сегодня я занимаюсь посадкой гортензий метельчатых. Здесь у меня такая площадка для того, чтобы посадить гортензии, которые были посажены из череночков, были очень маленькие, и была такая загущенная посадка. Сейчас начало октября месяца, и хочу ответить на вопрос, можно ли сажать гортензию уже в октябре, в начале, в середине октября месяца. И покажу вам, как правильно посадить гортензию. Я обработала небольшой такой кусочек, небольшую площадь дерена, достала хорошенечко его, разрыхлила почву. И сейчас покажу вам, как же я буду сажать гортензию уже в начале октября месяца. Перед вами гортензия граффити. Она выращена мною из череночка, из маленького. Вот в таком достаточно большом горшке. Я ее пересадила где-то, наверное, в июле месяце. И хочу вам сказать, что такие гортензии, пусть маленькие, пусть крупные, можно пересаживать вплоть до середины октября месяца. Дело в том, что самое главное, на что мы должны обращать внимание, это, конечно же, корневая система. Давайте сейчас достанем наш так называемый саженец и посмотрим, что он собой представляет. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим. Посмотрите, какая хорошая корневая система. Весь горшок плотно оплетен корнями. То есть эта гортензия уже готова к посадке в грунт. И не надо бояться того, что гортензия не приживется или как-то это скажется на ней. Гортензия прекрасно перезимует и начнет цвести на следующий сезон еще пышнее. Потому что это второй год саженцу. Прошлогоднее июльское черенкование. Вот. И саженец, как я уже сказала, был пересажен. Итак, что же мы делаем? Я уже подготовила заранее лунку. Должна вам сказать, что в лунку я добавляю только торф верхового болота. Он кислый. Сейчас все это перемешиваю. Никакие удобрения я в первый год посадки не добавляю. И сейчас будем производить эту посадку. Небольшой нюанс. Дело в том, что для того, чтобы посадить гортензию, нам обязательно надо выполнить такое правило. Извините, снимаю одна. Вы не должны заглублять ваши гортензии выше, чем они посажены. То есть вот как посажена гортензия, точно так же вы ее сажаете в грунт. Итак, готовим, достаем гортензию и начинаем посадку. В лунке торф и садовую землю хорошенечко перемешиваем. Еще раз проливаем, хотя гортензия у меня пролита хорошо. Еще раз напоминаю, что мы сюда в лунку ничего не добавляем, никакие удобрения. Удобрять уже и поливать будем весной. Итак, выставляем наш саженец. Смотрим, как он будет смотреться вот в этой луночке. Я вижу, что саженец чуть-чуть низковато посажен. Опять-таки достаем его и добавляем садовой земли. Опять перемешиваем и опять примеряем наш саженец к вот этой луночке. И затем начинаем присыпать. Также выполняем при посадке еще одно очень важное правило. Начинаем присыпать
И затем, если мы видим, что земля очень плотная, мы тут же ее пересыпаем торфом. Добавляем вокруг торф. Добавляем в лунку торф. Вокруг как бы просыпаем еще раз. И опять-таки добавляем земли. Садовой, огородной земли. Так, хорошенечко вот так вот вокруг саженца его уплотняем. Саженец я посадила, и сейчас обильно проливаем водой. И сейчас мы наш саженец прольем водой, но не такой сильной, чтобы почва не размывалась, и в то же время, чтобы она хорошо проникла к корням. Если погода сухая, то не забываем поливать свои саженцы. Можно вот после посадки раза 2-3 пролить, пока вода хорошо впитается, и саженец у вас будет, будет нормально себя чувствовать, ему всего будет достаточно. На следующий день тоже саженцы свои можете пролить. Опять-таки напоминаю, если у вас стоит сухая погода, нет дождей, у нас в Беларуси дожди периодически проходят, так как и климат, в общем-то, влажный. Поэтому я думаю, что вот завтра еще можно полить этот саженец, а потом уже и не проливать его водой. Поэтому, когда вы сажаете саженцы уже достаточно поздно, в октябре месяце, до середины октября месяца, конечно же, еще раз напоминаю, обращайте внимание на корневую систему. И, конечно же, если саженец у вас с закрытой корневой системой, то есть он находится в горшке, то спокойно, не переживайте, этот саженец приживется, и все с ним будет нормально. На следующий год зацветет пышно, и будет вас радовать. Всем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.